Февраль месяц. Решил рискнуть сходить. Снег вроде бы немножко сошел. Было несколько солнечных дней. Решил посетить интересную группу. Там у нас совмещение дольменной культуры и поздней, но тоже мегалитической. А идти мне вот на ту гору. Вон она. Но сейчас вот буду на гору забираться. Северная сторона в снегу. Ну, южная сторона, по идее, должна быть без снега. На подъеме обнаружил яму, огороженную бревнами. Но это не копатели. Скорее всего, охотники засидку делали. Ну, а мне еще выше. Я опасался, что будет завалена снегом северная сторона. Ну, в принципе, терпимо. Иногда приходится через ледяные джунгли пробираться. Ну хорошо, хоть здесь более-менее ровно. Выскочил на хребтик. Так что не сильно напряжно. И даже интересно. Перевалил я через вершину на южную сторону. Но здесь, конечно, уже поуютней. Солнышко выглянуло. Снега почти нет. Вот у нас группа дольменов. Точнее, развалов. Я их с третьей попытки нашел. Начинал в 2016 году поиск. И в 2019 все-таки нашел. Ну вот видим развал. Это верхняя плита. Яма. Одна боковая левая, вторая правая. Там дальше задняя, судя по конфигурации. А вот портальная плита. Видно часть отверстия. Корка или нет, не знаю. Видно закругленные такие углы. Паз один. Там второй. Вот тут ровненько все обработано. Пупырчатость. Ну, это задняя. Трапециевидность наблюдается такая. И у нее, кстати, углы ровные. Это верх. А у задней, ой, а у передней почему-то закруглены. Сразу лазим, это посмотрим. Солнце немножко мешает. 200, ну 220 примерно, 220-225. Рядом второй развал. Не в лучшем состоянии тоже. Сразу возьму, пока навигатор достал. 240,
230, 240 примерно. Видно боковая, левая, правой вообще нет. Вот торчат какие-то блоки, вообще загадка. Вот если присмотреться, видом паз, и вот отверстие. Кусок портальной плиты остался. Что вот это за торчащие блоки перед ним? Такое ощущение, что пытались портал завалить. Либо это приставные портальные были. Тут непонятно. Вот еще одна портальная плита лежит. Видно часть отверстия. Обработанный торец. И, скорее всего, вот яма. Вот ребро торчит какое-то. Скорее всего, он здесь был. От него. Азимут 180. Строго на юг. И вот рядышком 4-й развал. Небольшой дольмен был. Вот одна параллельная, вторая. Там какая-то плита перпендикулярно. Скорее всего, портальная. Но я рыть не буду. 180. Ну, тоже строго на юг. Почти смотрит. 175, 180. В общем, два больших и два чуть поменьше. И вот, не выключая камеры, рядышком покажу второй. Я специально делаю привязку визуальную к местности. Это важно. Чтобы было понятно, что оно все тут в куче. Вот еще один развальчик. Солнце мешает, конечно. Небольшой дольмен в виде каменного ящика. Но технология дольменная, потому что есть вот обработка торца задней плиты, паз, все как положено. Та плита тоже хорошо читаемый паз. Все как положено. Тут выровненная плоскость для установки верхней плиты. Азимут глянем. 170 примерно. 170, да. И вот обращаем внимание, что здесь отверстия нет. Ну, скорее всего, нет. Потому что, ну, ему уже негде там быть. Судя по конфигурации той плиты, ему просто там уже негде быть. А это у нас, видимо, верхняя плита. Ну и идем к следующему. Он тут недалеко, метрах 50. Я как бы спускаюсь вниз потихонечку. Вот он, видно его уже.
тоже в виде каменного ящика. Ну, размером чуть побольше. Здесь примерно камера шириной около метра. У предыдущего было сантиметров 80, наверное. Пазы есть тоже. Вот хорошо видно. Что там внутри? Ну, вот отсюда хорошо видно, что паз есть. Видно, щель просела. Плита все-таки. Правая, боковая. И здесь, скорее всего, тоже нет отверстия. Потому что она вытянутая вверх, и там уже отверстию просто некуда. Азимут сразу глянем. 200. Ну, примерно 200. Какие-то камни по кругу. Сейчас отойду. Скорее всего, была засыпка. Типа кургана вокруг, экранирующая. Ну, сейчас в кадр стану, чтобы было понятно, какого он размера. И продолжу. Ну, вы видели, что первые дольмены были 100% классические, по дольменной технологии, трапециевидные портальные и задние плиты, пазы, выровненные плоскости под верхнюю плиту. Все как положено. Потом уже пошли каменные ящики. Здесь что-то уже непонятное. Скорее всего, отверстия все-таки нет. Ни у этого, ни у предыдущего. Но дольменная технология наблюдается. Пазы, плоскость выровнена. Пропорция дольменная. То есть это еще делали они. Я это к чему говорю? Потому что это еще не все, что я хотел показать. Сейчас дальше спускаюсь. Метров, наверное, через 100 будут еще одни объекты каменные. Там уже немножко будет по-другому. И обращаю внимание, что это все в одном месте. Грубо говоря, технология убывать будет. В самом верху была самая настоящая. Здесь что-то уже промежуточное. И дальше сейчас увидите. Этот объект вам показал. Идем к следующему. Даже не через 100 метров, как я говорил, через 50. Вот по пути уже попадаются какие-то камни. Тут ничего интересного. Сейчас где-то здесь я видел. Первый развал. Ага, вот он. Ну, вот что мы видим? Две параллельные плиты. Пазов я не разглядел. Плиты почти полностью в грунте. Вон что-то еще.
Ну, тут ничего интересного. У меня на навигаторе отмечено с прошлого раза точек 12 здесь. Вот плита торчит. Тут мало интересного. Там дальше чуть получше будет. Вот еще что-то было. Вот два кусочка торчит. Вон маленький огрызочек и вот второй параллельный. Тоже в земле. Вот еще один. Это я все спускаюсь потихонечку. То же самое. Верхняя кромка выровнена. Смотри как. Даже паз есть. Да. Так, вот еще один. Но остальные я тут показывать не буду. Они все такие. Смотреть особо не на что. Вот такие две плиты. Дольмен. Ой, ну где-то там, не видно отсюда. Ну, видели. В самом верху, в самом начале я показывал настоящие дольмены. Потом были чуть ниже конструкции попроще. Каменные ящики без отверстий. Но по дольменной технологии. И еще ниже уже пошли совсем простые конструкции из тонких плит. Без пазов. Потому что я вот сколько здесь ходил, я вот только сейчас прям с вами и на одном увидел что-то типа паза. Больше я нигде их не обнаружил. Может и есть, конечно. Но видно, что все равно конструкции упрощены. В земле тонкие плиты, потому что конструкцию над землей построить сложнее. Нужны опорные плиты, иногда контрфорсы. Сами плиты должны быть толстые. А это простое. Скорее всего, те каменные ящики, которые надземные, они как саркофаги. Что-то подобное было, есть в Большом Псиушхо. Там у меня была информация достаточно достоверная для меня, что там в той конструкции, которая без отверстия, именно хранился один из дольменостроителей. Ну, имеется в виду в виде энергосущества, естественно. А камень, он роль экранировки выполнял. И вот здесь, видимо, то же самое. Те каменные ящики, которые ближе к дольменам. Вот я обращал внимание, что вокруг одного из них каменная обсыпка была. Скорее всего, тоже он экранировался, и, видимо, не зря. Кто-то там в том каменном ящике хранился. Ну и отверстия как таковое уже не нужно было, потому что это должна быть изолированная емкость. Дольменостроители, когда уходили, видимо, кого-то оставляли для завершения процессов, для присмотра, как тут идет утилизация дольменов. И, возможно, там они уже заканчивали свою, так сказать, миссию. А это уже имитация.
Возможно, уже люди или какие-то человекоподобные существа, либо им была передана технология, либо они уже просто пришли сюда и увидели что-то там интересное и пытались повторять. Ну, либо как вариант они были что-то типа потомками и тоже существами энергетическими, которых тоже нужно было экранировать. Ну вот здесь уже проще. В землю, камень и все. Ну, скорее всего, была верхняя плита. Экранировка. Вот такие конструкции, они только здесь, в районе Дербентской. Больше я вот таких вот не видел нигде. Не буду говорить, что их нет, но я не видел. Почему-то только здесь. Слышал, что вот рядышком где-то здесь еще есть группка вот таких вот захоронений, назовем их так. Километров 2 где-то здесь есть. Ну, мне лень туда идти. Не пойду. Ну и все. Что хотел, показал. Что хотел, рассказал. Надеюсь, было интересно. Покажу азимуты этих конструкций. 154. Все показывать не буду. Только те, которые рядом. Вот эта конструкция вообще перпендикулярна предыдущему. Вот одна плита, вот вторая. 225 примерно. Сто 80 примерно. Почти строго на юг. 185. Ну и вот еще один. Одна боковушка торчит. Так, ну как-то здесь. 175. Ну что-то они все в разнобой. Ну ладно. На этом видео можно и заканчивать. Конец видео.